что у меня с руками. Обычно это как бы самый популярный вопрос. Ну, это обычная резинка для волос. Это обычно просто так придумали мы, чтобы ракетка не упадала из рук во время игры. А родители отказались при рождении, да. Принесли, показали, они сказали нет. Вы пытались найти родителей? Все говорили, что информация засекречена, информация засекречена. Больше никаких вопросов к ним нет? Вам говорят, что вообще-то у нас здесь ваш родной брат. Да, так и говорят. Мама в шоке. Всегда говорит, что все хорошо, мне грех жаловаться. Я пока только вперед. Пока из зала не вынесу. Многие тоже говорят, что пинг-понг, ну это так легко. Это встал и раз. А что там двигаться не надо, ничего не нужно делать. Когда берут ракетку в руки, встают к столу и понимают, что как это тяжело. Когда спрашивают у меня, чем ты занимаешься, я говорю, настольным теннисом. О, да я тоже умею. Я говорю, я тоже, говорю, умею немножко. Ну, то есть вот они все думают, что когда кто-то там где-то играл, да. Но у нас другое отношение к спорту. Мы играем профессионально, почему мы и не разрешаем детям, когда они уже играют на протяжении год-два, мы не разрешаем где-то играть в других местах. То есть, например, есть на площадках... В смысле? На природе. На природе, стол, на площадке. И ставят столы такие определенные, чтобы просто вот люди, которые никакого отношения к профессиональному спорту не имеют, они просто приходят поиграть. Им родители такие, ну давай, Петя, ты же уже умеешь играть, давай покажи нам. И вот они начинают. Это на самом деле очень портит технику, это они сразу чувство мяча теряют, потому что там все другое. То есть здесь мы тренируемся на столах, которые официально разрешены, что все, они отвечают нормам всем. И они приходят потом и не могут попасть. Так, что случилось? Начинаем разбирать. Да, я там вот в парке, да, на даче, там родители мне купили. Так, ни в коем случае, все. Лен, в настольном теннисе для людей с инвалидностью у вас 8 класс. Что это значит? То есть какие у вас ограничения? 8 класс мне присвоила Международная паралимпийская федерация. Это врачи, которые смотрят на мое заболевание. Они смотрят, как я держу ракетку, что я делаю, как я могу играть. После всего этого они временно присваивают мне класс. Потом я играю, и уже по окончанию турнира они либо оставляют мне этот класс, либо повышают. А диагноз, как ваш звучит, медицинский? Если по медицинскому языку, это вот ампутация верхних и нижних конечностей. Это врожденное, то есть передалось по наследственности. Об этом мне рассказала моя мама. Она взяла меня в возрасте 3 лет, оформила надо мной опеку. То есть родители отказались с Родители рождения отказались сразу? при рождении, да, как рассказывали. Принесли, показали, они сказали нет. Мама работала в этом детском доме. Увидела, как я в какой-то комнате вытираю руки после того, как я их помыла. И я так посмотрела на нее таким взглядом. Как-то вот раз и остановилось у нее дыхание. Она пришла к своим сотрудницам в кабинет и говорит, вы знаете, Лена на меня так посмотрела, и я, наверное, ее возьму. В каком возрасте узнали, что вот мама, которую называете мамой, приемная? В возрасте где-то 14-15 лет. А как это произошло? Произошло совсем случайно и не запланировано. Об этом сказали друзья. Да это не твоя мама, это она тебя взяла там из приюта. На что я, мама, вот так и так, вот мне сказали. Она такая, да, это так. Я говорю, ну а как же, почему я, зачем меня, вот как, что я такого? Ну, он сказал, ну вот так запало в душу. Я как-то спокойно. То есть отношения не изменились? Нет, ни в коем случае, нет. Но она очень многое что сделала. Детство было тяжелое, я очень много болела. И она вот со мной, так сказать, тоже намучилась в какой-то степени. Изменилось отношение только к тем людям, кто об этом сказал. И все, я просто перестала дружить, потому что, в принципе, не они должны были это говорить, это не их дело. А потом как-то все спокойно. Все дальше мама, все, это уже неизменно.
Елизавета Викторовна, что о Елене Литвиненко скажете, как о спортсменке? Очень, очень добросовестный спортсмен, очень старается, хорошо работает. Не было такого никогда, что я не хочу, я не могу, у меня что-то болит, я не приду на тренировку. Я надеюсь, что в 2024 году в Париже мы попадем туда на Олимпиаду. И думаю, что даже, наверное, на 80% я думаю, что мы будем в медалях. Вот я вижу, Лена использует... А где ваша резинка? Да. Вот покажите. При мне. В классическом настольном теннисе такие вот как-то вспомогательные вещи допустимы или нет? В принципе, нет. Если у кого-то какие-то нарушения или ограничения, вот, например, Лене неудобно держать ракетку, поэтому она использует такую резинку, чтобы Ну, это обычная придерживать. резинка Обычная для резинка. волос. Это обычная просто Используют. используют. Вот так придумали мы, чтобы ракетка не упадала из рук во время игры. Нет, это То не есть преимущество запрещается. вам это не дает? Нет, перед это никакого прям соперником? дополнительного и плюс 2 очка нет, конечно. Просто это моя такая особенность. Кто может заниматься паралимпийским настольным теннисом? С какими ограничениями могут люди прийти? Делится на вообще паралимпийский вид спорта по настольному теннису на 10 классов. С 1 по 5 класс это коляски. И с 6 по 10 класс это уже люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. С ДЦП тоже занимаются. И также есть в настольном теннисе и ЛИН. Это и с интеллектуальными нарушениями. У нас есть девчонка, которая с заболеванием ДЦП. Она за счет того, что вот она играет в теннис, она до сих пор вот находится в очень хорошей форме. Я думаю, что он ей очень помогает в жизни. Мы переехали во Владивосток из Магадана. Узнали, что есть такая школа для детей тоже с ограниченными возможностями. Мама решила, что там будет легче учиться. Ну, хотя до 6 класса я спокойно училась в общеобразовательной школе, проблем никаких не было, но дети жестокие, и она видела, что я тяжеловато переношу все это. А что было? С чем приходилось сталкиваться? Да банального дрались с пацанами, то есть они обзывались, и я давала как-то сдачи. То есть я приходила со слезами, там, конечно, не синяками, слава богу, но со слезами, да, там тихохонько плакала. Но мама видела, что тяжело, да. Мы приехали туда, подали документы, и директор школы такой посмотрел и такой, так, Литвиненко, как-то фамилия такая знакомая. Посмотрел документы, взял дело, потом, оказывается, моего брата, посмотрел, у нас то же самое, у него тоже такие же отказные, обе от родителей. Мама, папа, все одно это, что он Литвиненко Роман Игоревич. То есть вам говорят, что вообще-то у нас здесь ваш родной брат? Да, так и говорят. Мама в шоке. Я как-то в силу своего, видимо, возраста такого еще пока не так понимала. Это 6 класс был? Да, это уже 6 класс. И вот они просто потом привели его в кабинет директора. И вот он говорит: Рома, это твоя сестра. Прям так. Он такой: да ладно, что вы? Он такой: ну вот. Похожи вы были внешне? Да, похожи. Мы сейчас вот внешне похожи. У нас характер тоже такой очень импульсивный, такой очень взрывной. И заболеваний. А он старше, да? Да, у нас небольшая разница в возрасте, там буквально год-полтора, наверное, год 7. Ну, это удивительная история. Вы уже могли и не встретиться. Я так понимаю, что вы были рождены в разных городах, да? Да, в отказных, когда родители писали, они писали свою военную часть, где они находились. То есть это военные были, Да, поэтому они военные. переезжали? Да. У Ромы у него написано «Находка». Я вот родилась в Хабаровске. И встретились вы в Встретились в Владивостоке. А как сложилась его жизнь? В его жизни появились опекуны? Нет. Он рос, наверное, той жизнью, которая должна была расти я. Он тоже также в детском доме малютка был, потом попал в тот детский дом, потом он также пошел учиться. Спорт у нас это, видимо, в крови у нас у обоих, да. И он первый, кто уже пошел в институт именно физической культуры. И сейчас он тренер по легкой атлетике, тренирует тоже здоровых детей, взрослых. Но он прям фанат тоже. Вы пытались найти родителей биологических? Больше искал он. Но так как родители военные, все, на что он наталкивался, все говорили, что информация засекречена. То есть мы, честно сказать, даже не знаем, живы ли они, и есть ли у нас еще брат и сестра. Больше никаких вопросов к ним нет? Родителям?
Нет, я не держу ни зла, ничего. Я рада, что у меня жизнь так сложилась. Я просто, была бы рада, если бы они узнали, что я достигла каких-то вот своих целей, и что сейчас я не просто как бы человек, а вот спортивный, и мне есть чем им, так сказать, похвастаться. Кому гордиться есть. Так что они так узнали бы хорошо. Вот брат, сестра, да, было бы здорово рассказать им. Вот, я думаю, что у них тоже, скорее всего, какие-то есть дефекты. И просто рассказать им про инвалидный спорт. Это, может быть, если бы и они тоже попали. Вперед, вперед, ручку, Настя, вперед, руку, вперед, вперед, да, вперед, молодец. Вот, и назад ручку сразу. Тимофей, высоко лети. Какую скорость может развить мячик во время игры? Ну да, 50-60 километров в час 60, может развиться скорость мяча. Ракетки обязательно должны быть с деревянной основой, да, с деревянной ручкой. Они состоят из нескольких слоев, зависит, там бывает 5 слоев дерева, бывает 7 слоев дерева. В них добавляются еще разные варианты карбоновые прослойки, которые увеличивают скорость, чувство мяча, когда ты касаешься ракетки. Вот, смотрите. Внутри есть слои, которые мы, естественно, не видим. Но, соответственно, когда дерево делается, да, туда специальные слои прокладываются, которые уже подбираются потом под игроков. Да. Игроки Вот. Также выбирают. разные фирмы основания вот этих есть, и они вариируются там от 3 до 40 тысяч за одну основу. Да. То есть без накладок. Она же действительно покупается-то отдельно, Отдельно, да? да. Да, мы собираем также Да, ракетку, как ракетки. свою одежду. То есть мы сначала подбирается дерево, потом накладки. Правда или нет, что ты перед игрой должен показать свою ракетку сопернику, вот показать слои, да? Ну, там не то, что сопернику. Сидит специальная комиссия. Называется контроль ракетки. Рэкет-контрол. Мы приходим, вот отдаем специальному человеку. Он кладет ее на специальные весы. Ракетка должна весить определенное количество грамм. Все накладки должны быть наклеены на определенный клей, тоже который официально разрешен. То есть такой строгий допинг-контроль для ракет. Потом снимается лента торцевая и специальная линеечка, такой, он замеряет толщину накладки слева и справа. И все, он потом также наклеивает. Если обе ракетки прошли этот рэкет-контрол, то все хорошо, ты можешь спокойно играть. Все серьезно. Да, более чем. После школы в какую профессию решили идти, куда пошли учиться? Я закончила экономический институт в Саратове. То есть спорт появился в институте, да? Да, это было не профессионально, то есть там поиграть где-то на каких-то там турнирах, да, отстоять честь института, не более. Мы поехали на чемпионат России, и вот уже после этого, по результатам этого чемпионата России, мне предложили заниматься профессионально. Но сегодня вы живете в Петербурге. Это Да. что был за марш-бросок? Я результатов добилась, стала уже чемпионом России 3 раза. В 2013 году стала призеркой чемпионата мира в команде. Мы как-то встали в какой-то момент, и не было такого прогресса, которого я хотела. И я сама поняла, что мне надо уходить. Что дальше? Я хочу играть дальше, но не в Саратове. Срослось, так сказать, с Питером. Поговорила я с тренером сборной Александрой Юрьевной Лосевой. Объяснила ей тоже эту ситуацию, что вот так и так. Она сказала, переезжай. Был главный вопрос, где жить. Что, как. Поговорили, что да, я заканчиваю институт и поступаю здесь, в Питере, в магистратуру. В какой вуз? Герцена. Это по какой специальности? Уже пошла я по направлению физической культуры и адаптивный спорт. И, соответственно, жила в общежитии. Да. В августе месяца 2015 года я переехала в Питер. На словах так легко все звучит. Такая подумала, решила, и раз из Саратова материализовалась, в Петербурге. Это нужно обладать уверенностью в себе, смелостью, чтобы через голову своего тренера поспрашивать старшего, подергать Петербург, большие города. Да. Просто иногда
И не таким важным людям не решаешься позвонить, что-то попросить, потому что начинаешь себя накручивать. Ой, да им не до меня, да мне откажут, да кто я такой вообще? Да, потому что я чувствовала, что я могу, я еще хочу, я хочу играть, я не хочу останавливаться. И я понимала, что вот я могу. Накрывай мяч, видишь, высоко ей летит. Быстрее, видишь, я чуть-чуть быстрее тебе делал. Во! И ты навстречу мне. Такой же скорости. Герцена, получается, вы поступили больше из жилищного Вынуждены, вопроса. так сказать, да. Но, тем не менее, получив диплом, вы стали тренировать детей. Да. Сейчас без вы проблем. здоровых тренируете. Да, и мне сказали, набирай группу маленьких детей. Вот тут 6, 7, 8 детей, возраст детей. Тренируй. И, знаете, как-то откликнулось Что вам это дает? Какие эмоции? позитивные. Я так рада, что они довольны тренировкам. Помогло то, что дети меня восприняли очень нормально, правильно. И, честно сказать, из детей даже никто по сей день не спросил, что у меня с руками. Обычно это как бы самый популярный вопрос вообще в жизни. Но никто не спрашивал. И мне это придало каких-то сил в плане того, что нет каких-то проблем, и я все делаю правильно. Я также еду на свои соревнования, психологически чувствуя себя уверенней сейчас вот намного, потому что дети помогают мне вот верить в себя, что я могу их научить. Ну, карьера профессионального спортсмена все-таки в приоритете, да, у вас? Большом, да. Когда я завершу карьеру свою спортивную, я уже спокойно займусь и уже именно профессионально. А когда завершу, это какое-то вот далекое абстрактное Да. будущее или прям уже? Нет, это еще пока вот Далекое. далекое. Не хочу даже предполагать, когда я могу завершить. Нет. Надеюсь, пока из зала не вынесу. Конечно, я пока только вперед. В шапке вашего профиля в Инстаграм, я не знаю французский, но кажется, там Да, на написано французском. «Мне нравится мой лев». Да, на французском. Специально, чтобы не так все читали. Ну, есть сейчас онлайн-переводчики, Google в Конечно, помощь. да. А кто такой лев? Это мой человек, любимый, который поддерживает меня на протяжении вот всего моего пути в Питере. Он видит, что это все настолько тяжело. И я позволяю себе прийти домой и поплакать, рассказать, что у меня не получалось, а я так хочу, чтобы получалось. Он поддерживает, да, и что говорит: Лена, все будет хорошо, вот ты просто работай, и все будет. А как вы познакомились? Здесь, в Питере, случайно познакомились в компании. На тот момент он был не свободен, но вот как-то он мне очень понравился. И вы проявили решимость? Я проявила и очередной раз и просто увела его. Что значит увела? Я понимала из его общения, что у него отношения в тупике в каком-то определенном, исчерпали себя, или я не знаю, как-то вот встали. И я воспользовалась моментом, сказала, что вот ты мне нравишься, и давай встречаться. Легко было к мужчине подойти, сделать первый шаг и сказать: ты мне нравишься, пойдем со мной. Пойдем со мной. Ой, не знаю, о чем я тогда думала, вот правда, не знаю. Но это вот такое какое-то ощущение, да, наверное, я почувствовала, что это мое. Он не имеет отношения к Нет. спорту? Он обычный гражданский человек, обыкновенный, да. Мне очень нравится, что вы делите людей на гражданских и профессиональных спортсменов. Для меня это так и есть, да. Немножко так звучит, как есть профессиональные жильцы.
И Ну, наверное, это как с полупрофессиональные. военными. Вот они же тоже, да, они, когда приходят на службу, они одевают форму. И вот так у нас тоже и все люди, которые в спорте, они пришли, они одели какой-то своего рода костюм, который говорит о том, что они достигают больших высот, стремятся. А те люди, которые находятся за пределами, например, той же там самой спортивной школы, которые просто ничего вообще не знают о теннисе, либо вообще не знают о инвалидном спорте. Да, я считаю, что это просто гражданские люди. Но они такие же люди, как мы, но просто они гражданские. Лен, с психологом, да, в какой-то момент Да. пришло решение заниматься? Зачем, почему, что дало? Помог психологически тоже стать сильнее, уметь работать над собой, уметь находить в себе силы. Ну, вот конкретики какой-то хочется. Она помогла найти маяки, так сказать, мы их назвали, которыми я опиралась, вспоминала про них, когда было тяжело, и выигрывала встречи. Маяк — это что? Когда как бы выполняешь какую-то задачу, не забывать о вот конечной главной цели? Маяк — это вот мы назвали это то, что для меня приносит мне силу, дает силу. То есть это те эмоции, мы вспомнили самый запоминающийся момент соревнований. Она спросила, какой момент тебе запомнился, ну вообще вот так, что ты прям вот ух. Я его вспомнила, мы его проработали и назвали его маяком. То есть тогда, когда вот я проигрываю какую-то встречу, тяжело, невозможно, что вот как дальше. И я вспоминаю, что все, есть маяк, Лена, есть маяк, вспомни. То есть вот да, это те эмоции, я их начинаю в себе вытягивать из себя, начинаю говорить их. И, соответственно, это помогает, придает силы и уже, соответственно, приводит к положительному результату. Вы признались, что когда спрашивают у вас, как дела, вы говорите, да мне грех жаловаться. Да, это на самом деле так и есть. Я могу это сказать только маме. Могу сказать, как дела. Но всем ребятам, всем, с кем я тренируюсь, с кем работаю, да, я всегда говорю, что все хорошо, мне грех жаловаться. Это на самом деле так. Я достигла многого чего, я этим горжусь. И, конечно, много что еще хочется. Но все, что есть, я этим горжусь, я рада. И я считаю, что я достойна этого. И поэтому, да, все хорошо. И только стремиться то, что улучшать свое состояние, чтобы совсем не грех жаловаться, а просто говорить, что лучше всех. Вот так вот.